Привет, друзья! Приветствую всех, кто сегодня заглянул на мой канал. Сегодня хочу поговорить на очень важную, серьезную тему. Это касается отношения людей, народов к тому, что происходит в их стране. Эта тема очень актуальна в наши дни и хорошо показывает сущность каждого человека, его развитость, мировоззрение и ценности. Не раз мне приходили в комментариях сообщения о том, что вот мы, например, против того, что происходит в нашей стране, но ничего сделать с этим не можем. Я эту точку зрения не разделяла никогда. Я считаю, что это слабость народа, слабость духа и своего рода подчинение. И для меня, человек, который наблюдает за всем происходящим, и тем более, если эти события и эти действия идут вразрез с его внутренними принципами, то это своего рода участие в том, что происходит. То есть ты принимаешь в этом во всем участие. Буквально на днях мне написали комментарий о том, что был расклад о Белоруссии, и там еще миллион сообщений о том, как надо правильно произносить. Но это уже другая тема. И я хочу сказать, что люди очень удивлялись, вот почему такое отношение, мол, мы против того, что делает наш президент. Мы совершенно с ним не согласны, но при этом ничего для этого не делают. Активно опровергают те мысли о том, что ну как это так, с вашей территории идет наступление, с вашей территории совершаются какие-то действия, неважно какие, но они совершаются. То есть ваши территории, вашу землю используют, и при этом народ говорит о том, что он против. Ну как-то очень интересно получается и не складывается логически. Если ты против, ты должен, наверное, как-то свое мнение выражать и как-то участвовать в том, чтобы этого не происходило. Но так как ты не участвуешь и ты молчишь, получается так, что ты принимаешь в этом во всем участие. Тебе все устраивает. Естественно, ты опровергаешь то, что ты за, но ты продолжаешь за всем молча наблюдать. И ничего не... Ты только оправдываешь свои поступки и свое молчание. Это очень хорошая, удобная, я вам скажу, позиция. И ссылаться на то, что вот ничто не в наших силах, и мы ничем не можем помочь, мы ничего не можем поменять, изменить, и от нас ничего не зависит. Это, скажем так, позиция слабого человека. И получается то, что вы проживаете свою жизнь в зависимости от одного какого-то конкретного человека. Это все равно, что жить с нелюбимым человеком в браке, терпеть все его выпадки и быть несчастным. Зачем жить, спрашивается тогда? Ты постоянно находишься в каких-то рамках, в каких-то тисках, ты не можешь выразить свое мнение, ты не имеешь на это смелости. Зачем, спрашивается, тогда жить в такой стране, работать и так далее? Мне вот эти вещи непонятны. И то, что говорят, что нет никакой возможности этому препятствовать, в это я тоже никогда не поверю. И всегда есть выход. Из любой ситуации, поверьте, есть выход и есть решение.
Просто не всем это нужно, и не все уделяют этому особое внимание, и не все хотят как-то принимать в этом участие. Вот и все объяснение ситуации. И причем это касается очень многих стран. Я вам так хочу сказать. Люди просто находятся в состоянии амебы, когда ты совершенно не имеешь ни слова, ни мнения, ни своего какого-то права, и при этом ты молчишь и молча оправдываешь все действия, которые происходят. И в этой ситуации, подобной ситуации сейчас находятся многие страны, в особенности, естественно, это бывший совок, потому как европейские страны, они развиты в этом плане, каждое мнение имеет значение, даже мнение 14-летнего подростка, и его голос имеет значение. И вот именно страны совка, они находятся вот в таком, скажем так, потреблении какого-то человека, да, конкретно там, кто стоит у руля в их стране. Или тема, например, вот мы сейчас затронули Беларусь, тема, например, у меня есть информация, знакомые, да, вот живут там, например, тема Грузии. Такая же ситуация. Люди абсолютно себе не принадлежат. Все происходящее никому не нравится, никто с этим не согласен, но ничего делать при этом не хотят. То есть моя хата с краю, а вдруг я там получу, а вдруг мне будет как-то плохо, да, и все вот ссылаются на такие мелочи. Но нет единения в народах, понимаете? Нет вот этого единения. И, кстати, хочу отметить, что если мы сейчас возьмем украинцев, вот всем бы нужно было бы поучиться от Украины, как нужно друг друга поддерживать. А в других странах это, напротив, происходит кто в лес, кто по дрова. Каждый за себя, каждый за свою задницу и за какие-то свои принципы. Так вот, опять же, люди ничего не делают, ссылаясь на то, что вот так получилось, от нас ничего не зависит. Терпилы такие, знаете, которые сидят и ждут у моря погоды, когда же кто-то им изменит ситуацию, изменит то, что у них сейчас происходит. И почему это должен делать кто-то другой? Я вот понять не могу. Почему не ты сам должен подняться и найти таких же людей и собраться и все поменять? Ну нет, мы вот ждем кого-то, кто придет, поможет, кто там что-то изменит. А такого никогда не случится, потому что ты сам в ответе за то, что происходит у тебя под носом. Поэтому я бы хотела вот сразу сказать вот тем людям, кто такие подобные комментарии пишет, мне можете вообще это больше не писать, мне это абсолютно неинтересно, я это не понимаю, не принимаю. И для меня это даже своего рода дикость какая-то. И у меня есть на это свое мнение, оно не меняется. И я считаю, что если ты с чем-то не согласен, если тебе что-то не нравится, ты должен менять. Как я уже сказала, что нужно начинать с себя каждому, а не быть таким подопытным, скажем так, кроликом, крыской, над которой проводятся опыты, и, знаете, степень терпимости измеряется. Когда же это, да, вот, когда это лопнет терпение наконец-то?
Вот как будто бы кто-то сидит и измеряет степень терпимости народа. Когда же это терпение лопнет, и когда же это произойдет? А оно все не происходит. И это касается абсолютно всего бывшего, я еще раз повторюсь, совка, потому как никак по-другому я это назвать не могу. Просто многие забыли, как они жили раньше, и некоторые говорят: ох, как жаль, что эти времена прошли, как жаль, как было хорошо. Ну, как мне рассказывают, ничего хорошего там не было. Извините, по талонам хлеб, одежда по талонам, ну, это вообще в то время, когда, допустим, в том же, например, в тех же Соединенных Штатах уже были стиральные машинки, уже были микроволновые печи, уже телефоны были мобильные, а где-то по талонам раздавали. И, как многие говорят, ну просто у всех разные ценности. Тогда было все душевно. А что было душевно? Опять же, не было никакой свободы. Все, опять же, были в тисках и плясали под одну дудку, чью-то, опять же. Поэтому я в этом никакого позитива не вижу, и мне всегда смешно, когда люди говорят о том, что вот как было хорошо в совке. Было очень комфортно. Ну, не знаю, что там было комфортного. Честно говоря, была полная деградация и мрак. Пещера. Просто пещера. Вот я это так вижу. Я не знаю, что вы там позитивного находили. Но для меня это так. Учитывая еще, сравнивая с нынешними временами и с тем, как, например, сейчас более-менее все развито, но я опираюсь на развитые, естественно, страны, они на недоразвитые, которые пытаются еще, знаете, кому-то навязывать свои какие-то ценности, убеждения и пытаться вести куда-то, непонятно в какой тупик. Так что вот как-то так, дорогие мои, вот это мои мысли по поводу размышлений на тему, а можем мы что-то изменить или нет. И я считаю, что можем, умеем, но не делаем по какой-то причине, а нужно. На сегодня все. До новых встреч. Пока-пока.